Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим шоколадный торт-цифру. Торт-цифра стал уже классикой и является довольно универсальным и популярным тортом. Он подходит к самым разным праздникам. У меня на канале уже есть рецепт торта цифры с двумя кремами, и смотрится он очень красиво, и его уже очень многие готовили. А сегодня я предлагаю шоколадную цифру с очень вкусным кремом, взбитый шоколадный ганаш. И начнем приготовление именно с него. Итак, для ганаша нам понадобится темный шоколад и сливки жирностью 33%. Сливки нам нужно очень хорошо нагреть до появления пара, но не кипятить. И горячими сливками сразу залить весь шоколад. Дать шоколаду постоять буквально 1 минуту и затем при помощи лопатки тщательно перемешать, чтобы шоколад со сливками объединились. И когда весь шоколад растворится в сливках, массу нужно будет хорошо пробить погружным блендером. Масса должна стать полностью однородной. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник не менее чем на 8 часов. Нужно, чтобы он стабилизировался. Теперь приготовим медовые шоколадные коржи. Сначала соединим сухие ингредиенты. К просеянной муке просеем какао, чтобы избавиться от его возможных комочков. И затем хорошо перемешаем, чтобы они объединились. В сотейнике нам нужно соединить яйцо вместе с сахаром и хорошо растереть венчиком. Затем сюда добавляем сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кубиками, и сюда же добавляем мед. Также слегка растираем венчиком и отправляем сотейник вместе с массой на плиту. При постоянном перемешивании нам нужно нагреть массу, и нужно, чтобы сахар, мед и сливочное масло растворились и смесь стала однородной. Так как там у нас находится яйцо, то до кипения массу доводить нельзя. Я специально измерила температуру термометром. На температуре 75 градусов масса уже очень хорошо нагрелась. Мед, сахар и сливочное масло растворились, масса стала однородной. Выключаем нагрев и добавляем соду. Начинаем активно перемешивать, затем переставляем сотейник с плиты и продолжаем очень активно перемешивать. Пойдет реакция соды с медом, масса посветлеет и начнет увеличиваться в объеме. И затем массу переливаем в емкость, где будем замешивать тесто, даем ей буквально совсем немного времени остыть. Затем перемешиваем, потому что сверху образуется пенка, и будем добавлять сухие ингредиенты. Большую часть муки добавляем сразу же и небольшую часть оставляем, ее будем добавлять по мере необходимости. Масса может в себя вобрать чуть больше или чуть меньше муки в зависимости от ее температуры, в зависимости от самой муки. Но больше муки я не рекомендую добавлять, чем указано в рецепте. Тесто будет получаться липким, но нужно устоять от соблазна добавить больше муки, потому что после того, как тесто полежит в холодильнике, оно станет очень гибким, пластичным, удобным в работе, и в результате коржи после выпечки получатся нежными, а не жесткими за счет того, что тесто не будет забито мукой. Вот таким у меня получилось тесто. Оно отходит от рук, но оно получается липким. Но я вижу, что больше муки я добавлять не буду. Вот совсем небольшая часть муки у меня осталась. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем его на несколько часов в холодильник. Примерно 3 часов будет достаточно. И затем с тестом будет очень удобно работать, и при этом оно не будет забито мукой. Итак, тесто я разделила на 2 части. У меня тортик будет из 2 коржей, и также теста хватит для выпечки декора. Скалку и поверхность для раскатывания припыляем мукой и раскатываем тесто. И посмотрите, как с ним приятно и удобно работать. Далее нам понадобятся шаблоны цифр, их очень легко найти в интернете. Я использую размером А4 и у меня распечатаны на бумаге. Также можно лист приложить к монитору компьютера и обвести карандашом. Шаблон цифры прикладываем к тесту и ножом обрезаем по контуру. Тесто толсто раскатывать не нужно, потому что оно еще хорошо поднимется при выпечке, и чтобы коржи потом хорошо пропитались. Раскатываем тесто сразу на поверхности для выпечки, которую будет удобно перенести на противень.
Тесто накалываем вилкой и выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 5-6 минут. Важно коржи не пересушить, чтобы они не превращались в печенье. Сразу после выпечки коржи мягкие, поэтому для остывания переносим их аккуратно. Ну а после остывания они застывают. И так как во время выпечки тесто поднимается и форма немного меняется, я уже к выпеченному коржу снова прикладываю шаблон и еще раз с помощью ножика подравниваю форму. Из оставшегося теста я выпекла печенье в форме сердечек для декора. И нам осталось закончить приготовление крема. Ганаш у меня постоял ночь в холодильнике, он хорошо стабилизировался и его осталось взбить. Взбиваем на средней высокой скорости. Сначала крем как будто бы станет жидким, но по мере взбивания он начнет густеть, и в результате он должен взбиться в пышный, объемный, густой крем. Ганаш очень важно не перевзбить, иначе он начнет расслаиваться. Как только видите, что крем вот так загустел и хорошо держит свою форму, при этом он пышный, он готов, и сразу же останавливаем взбивание. Ганаш хорошо перемешиваем, перекладываем его в кондитерский мешок, и перед сборкой торта можно его убрать в холодильник примерно на 20 минут. И теперь собираем наш торт-цифру. На первый корж равномерно по всей поверхности вот таким образом из кондитерского мешка наносим крем. Насадку никакую для мешка я не использовала. Так как торт у меня весь шоколадный, а шоколад очень классно сочетается с малиной, то в прослойку между коржами я добавила малиновый конфитюр. Получилось очень вкусно, конфитюр готовится очень просто, я часто в своих рецептах использую различные конфитюры, и в описании под видео я оставлю ссылку на рецепт, где можно будет посмотреть процесс его приготовления. Затем накрываем вторым коржом и сверху выкладываем вторую часть ганаша. И осталось декорировать тортик. Здесь все зависит исключительно от вашей фантазии. Я декорировала печеньками из этого же теста и их покрасила кондурином. И таких печенек на самом деле получилось намного больше. Декора я использовала минимум. У меня торт шоколадный с малиной, и я использовала шоколадные посыпки и сублимированную малину. Готовому тортику нужно дать настояться, чтобы он пропитался, ну хотя бы минимум 5 часов, а если он постоит ночь, то будет вообще идеально. Коржи очень хорошо пропитываются, тортик получается нежным. И в холодильнике его нужно держать в закрытой коробке, чтобы он не заветривался. Тортик получается очень вкусным, очень шоколадным, со вкусным сочетанием малины, нежным, пропитанным. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание и до новых встреч!